Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам вот такие пинетки. Вязание пинеток начинается с подошвы, затем вяжем бортик. После вывязывания бортика вяжем мысок пинетки. После того, как провязали мысочек пинетки, переходим к вывязыванию ровного полотна. Это у нас будет манжет. Высота его зависит от вашего желания, какой высоты хотите получить готовое изделие. На такое расстояние и провязываете манжет. Далее вяжем подгиб лицевой гладью. В задней части пинетки расположен шов. Шов переходит на подошву пинетки. Но этот шов вовсе не грубый и практически незаметен. Кого заинтересовала эта модель пинетки, приступим к вязанию. Для работы я использовала пряжу, в которой 50 грамм, в 50 граммах 130 метров, 25% шерсти, 75 акрила. Спицы номер 3. Вязание начинается с подошвы. Вязать подошву будем вот по этой схеме. Вязание платочное. Набираем на спицы 35 петель. Набрали на спицы нужное количество петель. Вяжем первый ряд. Первый ряд у нас все петли вяжутся лицевые. В набранном ряду у нас 35 петель. Вяжем до конца ряда. Довязываем петли до конца. Кромочную в конце ряда вяжем лицевую. Поворачиваем вязание. Это второй ряд. Здесь нам понадобятся маркеры. Кромочную снимаем. Провязали лицевую. Сделали накид. Набросили маркер. Отделили вязание. Дальше вяжем 15 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Проверяем, чтобы не ошибиться. 15 петель. Отделяем их маркером. Делаем накид. 1 лицевая петля, накид. Отделяем также маркером. Это средняя часть пинеточки будет. Далее у нас идут 15 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Проверяем также, чтобы правильно не ошибиться. 15. Отделяем маркером. Делаем накид. 1 лицевая петля, кромочную петлю
я буду провязывать везде лицевой петлей. Поворачиваем вязание, кромочную снимаем. Это одна лицевая. Накид провязываем за заднюю стеночку. Далее у нас идут 15 петель. Провязываем их до маркера. Довязав до маркера, маркер перебросили. Накид провязываем за заднюю стеночку, чтобы не было у нас дырочек. Одна лицевая, накид за заднюю стеночку, маркер перебросили. Далее вяжем 15 лицевых петель до следующего маркера. Довязываем 15 петель, маркер перебрасываем, накид провязываем за заднюю стеночку. Одна лицевая, кромочная. Как я говорила, я буду провязывать ее лицевой петлей. Вы, конечно, если хотите, можете провязывать ее изнаночной петлей. Тогда у вас дорожка из кромочных петель будет лицевая. Я для себя решила, что я буду провязывать ее лицевой петлей. Затем у меня будут вот такие узелки, за которые я буду затем сшивать пинетку. Следующий ряд кромочную снимаем. 1, 2 лицевые провязали. Делаем накид. Перебрасываем маркер. Дальше у нас идут 15 петель. Они в процессе вязания меняться у нас не будут. Это, можно сказать, постоянные у нас 15 петель провязывать будем. Довязываем до маркера. Перебросили маркер, делаем накид. Теперь у нас здесь уже 3 лицевые петли, провязываем их. Делаем накид, маркер. Снова 15 петель. Провязываем до следующего маркера. Эти 15 петель у нас также не изменяются. Довязали до маркера, перебрасываем его, делаем накид, 2 лицевые петли и кромочная. Поворачиваем вязание. Это у нас нечетный ряд, и в них мы провязываем кромочные, накиды за заднюю стеночку. Вяжем 15 петель. Довязали до маркера. Накиды за заднюю стеночку вяжем. Провязываем лицевые петли.
снова накид за заднюю стеночку, перебросили маркер и вяжем 15 лицевых петель до следующего маркера. Довязав до маркера, перебрасываем, провязываем накид за заднюю стеночку, вяжем лицевые петли. Повернув вязание, кромочную снимаем. Это лицевая сторона у нас работы. Здесь мы делаем накиды в лицевой стороне. Кромочную снимаем. 1, 2, 3 лицевые петли провязали. Делаем накид. Далее вяжем 15 петель до маркера. Перебрасываем маркер, делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель у нас в центре уже, накид. Перебросили маркер. Продолжают вязание у нас 15 лицевых петель. Вяжем их до следующего маркера. Перебросили маркер, сделали накид. 1, 2, 3 и кромочная лицевая петля. Повернули вязание. В этом ряду провязываем все петли лицевые, накиды вяжем за заднюю стеночку. Продолжаем вязание. В центре у нас получается уже 7 лицевых петель. Вяжем 15 петель до маркера. Накид вяжем за заднюю стеночку. 1, 2, 3 петли лицевые и кромочная. Повернули вязание. Это у нас уже 8-й ряд, лицевая сторона. И здесь мы делаем накиды. Кромочную сняли. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 петли. Делаем накид. Дальше у нас идут 15 лицевых петель. Довязываем их до маркера. Центральная часть накид. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид делаем. Маркер перебросили. Продолжают вязание у нас 15 лицевых петель. Вяжем их до маркера. Накид делаем. 1,
2, 3, 4 лицевые петли и кромочную вяжем лицевой петлей. Вот такие узелки получаются, за которые потом я буду сшивать готовое изделие. Вот сюда буду одевать иголочку и сшивать изделие. Продолжаем вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. И в этом ряду мы провязываем накиды за заднюю стенку. Дальше вяжем 15 петель. Довязываем до маркера, до центральной части подошвы. Вяжем центральную часть подошвы. Накиды провязываем за заднюю стеночку. Следующие 15 петель мы вяжем довязываем также до маркера. Накид вяжем за заднюю стенку. 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевых и кромочная лицевой. Повернули вязание. Кромочная — это у нас лицевая сторона работы. Здесь мы делаем накиды, кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. Делаем накид. Перебросили маркер. Вяжем 15 петель. Довязали до маркера. 15 петель у нас. Делаем накид. Это центральная часть подошвы. И если кто не хочет делать накид, можно делать из протяжек. Вывязывать петелечку. Ну, я так как начала уже с накидами, значит так дальше и буду довязывать пинеточку с накидами. Я упустила этот момент, надо было сказать бы в начале вязания. Может, кто выбрал другим бы способом добавлять петли в подошве пинетки. Вяжем 15 петель. Довязываем до маркера. Делаем накид, так как уже изначально были накиды. Провязываем лицевые петли. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы.
Здесь это 11-й ряд, нечетный. В нечетных рядах мы накиды провязываем за заднюю стеночку. Продолжаем так вязать до конца ряда. Перебрасываем накид, кромочная за заднюю стеночку провязали. Здесь вяжем 9 лицевых петель у нас. Накид провязываем за заднюю. 15 петель и тут наши провязываем их до следующего маркера. Перебросили маркер, накид за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель и кромочная лицевой петлей. Повернули вязание и вяжем 12 ряд. Это лицевая сторона работы. Здесь мы не делаем уже накидов. Маркеры нам не нужны, мы их убираем. Довязываем петельки до конца ряда. И мы закончили вязать подошву пинетки. Далее будем вязать бортик пинетки. Начинаем вязание бортика пинетки. Первый ряд — это у нас изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем, вяжем одну. Первая у нас идет изнаночная петля, затем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так будем чередовать до конца ряда. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная петля, которую я провязываю лицевой петлей. Повернули вязание. Это у нас лицевая сторона работы. Бортик пинетки вяжется полупатентной резинкой. Кромочную снимаем. Полупатентную резинку можно вязать с накидами, но я буду провязывать ее по-другому. Ввожу спицу в петлю на ряд ниже и провязываю лицевой петлей. Изнаночная 1. Далее идет лицевая петля. Я ее также буду провязывать, вводя спицу в петлю на ряд ниже. Изнаночная петля, снова лицевая. И так продолжаем вязать до конца ряда. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы. Кромочная снимаем. С изнаночной стороны будем вязать петли по рисунку. То есть, если это изнаночная, значит провязываем ее изнаночной. Если лицевая петля, вяжем лицевой. У нас с изнаночной стороны получается мы вяжем
резинку 1 на 1. Одна изнаночная, одна лицевая. Итак, продолжаем вязание. Повернули вязание. Это у нас лицевая сторона работы. Вот косичка от наборного ряда. Снимаем кромочную. И здесь лицевые петли мы провязываем, опускаясь в петлю предыдущего ряда. Изнаночная петля затем идет. И так продолжаем вязать до конца ряда. Изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем. И здесь мы вяжем в изнаночной стороне, с изнаночной стороны вяжем резиночку нашу 1 на 1. Первая петля у нас изнаночная, затем лицевая петля. И так продолжаем вязать по рисунку. Продолжаем вязать бортик пинетки полупатентной резинкой. Это у нас лицевая сторона работы. С лицевой стороны у нас есть вот такие дорожка из лицевых петель. Давайте посчитаем, сколько у нас получилось таких петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и маленькая 6-я такая петелечка. Вяжем еще один ряд. Это у нас получается 6-я косичка, да? Петелечки такие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем вязать ряд до конца. Поворачиваем вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. И вяжем с изнаночной стороны у нас резиночка 1 на 1. Одна изнаночная петля, одна лицевая. Изнаночная, лицевая. Продолжаем вязать так до конца ряда. На этом вязание бортика пинетки закончено. Значит, считаем, полных у нас таких петелечек провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. И одна, вот маленькая, это мы только что провязали с изнаночной стороны. Провязали бортик пинетки и подошву. Померяем сантиметром, сколько у нас получилось. Значит, бортик пинетки у нас получается 3 сантиметра. А подошва пинетки получается 2,5 сантиметра.
Теперь нам надо провязать мысок пинетки. Вязание я разделила на 3 части. 17 петель вместе с кромочной. В центре у нас 21 петля. И здесь 17 петель. Вяжем первый ряд мысочка пинетки. Кромочную снимаем. Далее вяжем полупатентную резинку. Провязали 17 петель полупатентной резинкой. Теперь надо провязать 2 петли вместе лицевой. Прежде чем их провязать, я их разверну. Эти 2 петли и провязываю 2 вместе лицевой. Снова разворачиваю следующую пару петель и провязываю лицевой петлей. И так провязываю центральную часть. Мысочек пинетки лицевыми петлями по 2 вместе. В конце ряда провязываем 2 петли вместе. И 1 петля у нас остается, мы ее провязываем просто лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее вяжем изнаночные петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали. А теперь 10-ю петлю и следующую петлю из боковой части надо провязать 2 вместе изнаночной петлей. Маркер уберем. Провязываем 2 вместе изнаночной. Поворачиваем вязание. Лицевая сторона работы. Кромочную снимаем. Вяжем лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель лицевых провязали. Маркер здесь также уберем. Здесь надо провязать 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее вяжем 9 изнаночных петель. Провязали 9 петель. Теперь вяжем 2 вместе изнаночной петлей.
Это у нас изнаночная сторона работы. И когда мы провязываем по 2 петли вместе с изнаночной стороны, то их надо провязать изнаночной петлей. Повернули вязание, кромочную снимаем, далее 9 лицевых петель, вяжем 2 вместе лицевые. Поворачиваем вязание, кромочную снимаем, вяжем 9 изнаночных петель, остается у нас 1 петля, которая участвует в вывязывании мысочка пинетки. Берем 2 петлю из боковой части и провязываем изнаночной петлей, потому что это у нас изнаночная сторона работы. Вот у нас уже видно мысочек пинетки. Так мы будем продолжать вязание, пока на боковой части пинеток у нас не останется 13 петель. Смотрите, сделали последнее убавление. У нас у боковой части пинеток справа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 петель. С левой стороны у нас также 13 петель. В центральной части у нас осталось 11 петель. Всего у нас на спице 37 петель. Теперь мы продолжаем вязать полотно ровно. Значит, здесь по бокам мы продолжаем вязать полупатентную резинку, а центральная часть у нас идет лицевая. Смотрите, здесь у нас идет резиночка полупатентная, а центральная часть лицевые петли. Лицевая сторона работы. Нить от клубка у нас находится с левой стороны. Даже правильно сказать, ближе к левой стороне. И продолжаем вязать ряд до конца. Изнаночная петля, затем лицевая, на ряд опускаемся ниже, снова изнаночная петля, лицевая на ряд ниже, и так довязываем ряд до конца. Кромочную я провязываю лицевой петлей.
Кромочную снимаем. Изнаночная сторона работы у нас. Вяжем с изнаночной стороны, у нас здесь получается резинка идет 1 на 1. Одна изнаночная, одна лицевая, изнаночная, лицевая. Резинкой провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 петель. Далее идет у нас центральная часть, которую мы вяжем изнаночными петлями. 11 петель. И далее у нас идет узор. Изнаночная сторона, вяжем резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая сторона работы. Смотрите, дальше так и продолжаем вязать ровно полотно. Здесь мы вяжем узор, полупатентная резинка. В центральной части продолжаем вязать лицевую гладь. Определяемся, какую высоту пинетки мы хотим. У меня здесь провязано 16 лицевых петелек. Довязываем ряд до конца. Поворачиваем вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. И провяжем еще один ряд узора пинетки. Определяемся с высотой пинетки. В лицевой дорожке это будет 17 петель. В сантиметрах это будет 6 сантиметров до подошвы пинетки. Это у нас лицевая сторона работы пинетки. Будем вязать лицевую гладь. Все петли вяжутся с лицевой стороны лицевые. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы. И здесь у нас все петли вяжутся изнаночными.
Поворачиваем вязание и продолжаем вязать лицевую гладь. Это изнаночная сторона работы. Смотрите, с изнаночной стороны посчитаем дорожки изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, я провязала 10 рядов лицевой глади. Сейчас промеряем, сколько это будет сантиметров. 2,7 где-то сантиметров. Теперь буду закрывать петли. Кромочную провязала лицевой петлей. Далее вяжу лицевую и перебрасываю. Край очень туго не стягиваем. Так закрываем петли до конца. Закрыли петли. Хвостик оставляем подлиннее для сшивания пинетки. Так как у меня кромочная дорожка вязаная вот такими узелками, я ее все время в конце ряда провязывала лицевыми петлями, и я буду сшивать вот за эти узелки. Соединяем пинетки. Вот так соединили. Поднимаю за узелок. Теперь с противоположной стороны иглу ввожу в узелок. Подтягиваю. И так продолжаем соединять вот до этого участка.
Вот до этого момента вот такой получился шов с лицевой стороны. И мы сшивали по лицевой стороне. Теперь выворачиваем пинетку на изнаночную сторону. И будем сшивать открытый участок подошвы пинетки. Здесь у нас идет цепочка наборного ряда. И я буду брать вот за эти, смотрите, и здесь идет такая цепочка. И я буду иголочку вводить вот так. И подтягиваем. Продолжаем так до конца ряда. Такой шов получился с изнаночной стороны. А вот такой шов получился с лицевой стороны. Теперь нам надо подвернуть вверх пинетки. Выворачиваем на изнаночную сторону. И будем подшивать верхнюю часть. Иголку вводим вот в это место.
продолжаем сшивать по кругу. Вот так соединили, подшили вверх пинетки. Теперь надо сюда декоративный шнурочек. Теперь нам надо вставить шнурочек в пинеточку. Вот такие пинетки получились.